Монтегю Ротс Джеймс. Рассказ. Розовый сад. Мистер и миссис Анструтер завтракали в гостиной Вестфилд-холла, что в графстве Эссекс. Они обсуждали планы на день. «Джордж», — сказала миссис Анструтер, — «я думаю, тебе лучше съездить на машине в Мелдон и посмотреть, сможешь ли ты купить те вязаные вещи, о которых я говорила. Они бы очень подошли для моего прилавка на благотворительном базаре». Ну что ж, если ты этого хочешь, Мэри, конечно, я могу съездить», — ответил Джордж. «Но я наполовину договорился сыграть партию в гольф с Джеффри Уильямсоном сегодня утром. Базар ведь только в четверг на следующей неделе, не так ли?» «Какое это имеет отношение к делу, Джордж?» «Я думала, ты сам догадаешься, если я не смогу найти нужные вещи в Мелдоне, мне придется писать во всевозможные столичные магазины. А они в первый раз наверняка пришлют что-то совершенно неподходящее по цене или качеству. Если ты уже назначил встречу мистеру Уильямсону, то лучше ступай. Но, признаться, я думаю, ты мог бы предупредить меня заранее». Нет, это была не то чтобы настоящая встреча. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Я поеду. А ты сама чем займешься? Когда все домашние дела будут улажены, мне нужно заняться обустройством моего нового розового сада. Кстати, перед тем, как ты уедешь в Мелдон, я бы хотела, чтобы ты взял с собой Коллинза и вместе с ним осмотрел место, которое я выбрала. Ты его, конечно же, знаешь. Я не совсем уверен, что знаю его, Мэри. Это на верхнем конце участка, ближе к деревне? Господи помилуй, конечно же нет, дорогой Джордж. Мне казалось, я выразилась совершенно ясно. Нет, это та небольшая поляна прямо у тропинки в кустарнике, которая ведет к церкви. Ах да, там, где мы еще говорили, что когда-то, должно быть, стояла беседка. Место со старой скамейкой и столбами. Но как ты думаешь, там достаточно солнца? Мой дорогой Джордж, пожалуйста, признай за мной хоть каплю здравого смысла и не приписывай мне все свои фантазии о беседках. Да, солнца там будет вполне достаточно, когда мы избавимся от части этих самшитовых кустов. Я знаю, что ты собираешься сказать, и у меня так же мало желания, как и у тебя, оголять это место. Все, что требуется от Коллинза, это убрать старые сиденья, столбы и все прочее до того, как я выйду туда через час. И я надеюсь, что ты сможешь выехать довольно скоро. После обеда я, пожалуй, продолжу делать набросок церкви. А ты, если пожелаешь, можешь отправиться на поле для гольфа, или же... Отличная мысль, просто отличная. Да, ты заканчивай этот набросок, Мэри, а я с удовольствием сыграю партию. Я собиралась сказать, что ты мог бы нанести визит епископу. Но, полагаю, мне бесполезно что-либо предлагать. А теперь, пожалуйста, собирайся, иначе половина утра пройдет впустую. Лицо мистера Анструтера, которое до этого заметно вытянулось, снова повеселело. Он поспешно вышел из комнаты, и вскоре из коридора послышались его распоряжения. Миссис Анструтер, величавая дама лет 50, повторно просмотрев утреннюю почту, перешла к своим хозяйственным обязанностям. Через несколько минут мистер Анструтер отыскал Коллинза в теплице, и они направились к месту будущего розового сада. Я не слишком хорошо знаком с условиями, наиболее подходящими для подобных цветников, но склонен полагать, что миссис Анструтер, хоть и любила называть себя великой садовницей, выбрала не самое удачное место для этой цели. Это была маленькая, сырая поляна,
ограниченная с одной стороны тропинкой, а с другой — густыми самшитовыми кустами, лаврами и другими вечно зелеными растениями. Земля здесь была почти лишена травы и выглядела мрачно. Остатки деревенских скамеек и старый, покрытый трещинами дубовый столб где-то в центре поляны и навели мистера Анструтера на мысль, что когда-то здесь стояла беседка. Очевидно, Коллинза еще не посвятили в планы хозяйки относительно этого клочка земли. И когда он узнал о них от мистера Анструтера, то не проявил ни малейшего восторга. «Конечно, эти сиденья я уберу довольно быстро», — сказал он. «Они совсем не украшают это место, мистер Анструтер, к тому же совсем гнилые. Посмотрите сюда, сэр», и он отломил большой кусок, прогнили насквозь. «Да, убрать их, тут и сомневаться нечего, это мы запросто сможем». «И столб», — добавил мистер Анструтер, — «его тоже нужно убрать». Коллинз подошел ближе, обхватил столб обеими руками и покачал его. Затем он почесал подбородок. «Этот столб крепко сидит в земле», — произнес он. «Он стоит здесь уже много лет, мистер Анструтер. Боюсь, с ним я не управлюсь так же быстро, как с этими сиденьями». «Но хозяйка особо просила избавиться от него в течение часа», — возразил мистер Анструтер. Коллинз улыбнулся и медленно покачал головой. «Вы уже извините меня, сэр, но попробуйте сами его покачать». «Нет, сэр, никто не может сделать невозможное, верно ведь, сэр?» «Я бы мог вытащить этот столб где-то после вечернего чая, сэр, но тут придется изрядно покопать». «Сами посудите, сэр, если позволите сказать, тут нужно сначала разрыхлить землю вокруг столба, а у нас с мальчишкой на это уйдет некоторое время». «А вот эти сиденья», — добавил Коллинз, явно желая приписать эту часть плана собственной сообразительности. «Что ж, я могу подогнать тачку и убрать их, пожалуй, меньше, чем за час, если позволите». «Вот только». «Что только, Коллинз?» «Ну, не мне, конечно, идти против приказов, как и вам самому, или кому-либо еще», — добавил он несколько поспешно. «Но, если простите мою дерзость, сэр, я бы сам ни за что не выбрал это место для розового сада. Вы только посмотрите на этот самшит и калину, они же совершенно заслоняют свет от...» «Ах да, но от части этих кустов мы, разумеется, избавимся». «А, вот как, избавимся». «Да, конечно, но... Прошу прощения, мистер Анструтер. Мне жаль, Коллинз, но сейчас мне пора бежать. Я слышу, что машина уже у дверей. Хозяйка сама точно объяснит, чего она хочет. Я скажу ей, что вы готовы немедленно убрать сиденье, а столбом займетесь после полудня. Доброго утра». Коллинз остался стоять, почесывая подбородок. Миссис Анструтер выслушала этот доклад с некоторым недовольством, но не стала настаивать на изменении плана. К 4 часам дня она отправила мужа играть в гольф, переговорила с Коллинзом, уладила другие дневные дела, послав прислугу отнести раскладной стул и зонтик в нужное место, как раз устроилась делать набросок церкви со стороны кустарника. В этот момент по тропинке поспешно спустилась горничная и сообщила, что пришла мисс Уилкинс. Мисс Уилкинс была одной из немногих оставшихся членов семьи, у которой Анструтеры купили поместье Вестфилд несколько лет назад. Она гостила неподалеку, и это, вероятно, был ее прощальный визит. «Пожалуй, попроси мисс Уилкинс присоединиться ко мне здесь», — сказала миссис Анструтер, и вскоре к ней подошла дама зрелых лет. «Да, завтра я уезжаю из Эшес», — произнесла мисс Уилкинс, «и смогу рассказать брату, как потрясающе вы преобразили это место. Конечно, он не может не тосковать по старому дому, как, впрочем, и я сама, но сад теперь действительно восхитителен. Я так рада это слышать».
Но не думайте, что мы закончили наше преобразование. Позвольте мне показать, где я планирую разбить розовый сад. Это совсем рядом. Подробности проекта были изложены мисс Уилкинс весьма пространно, но ее мысли явно витали где-то в другом месте. «Да, это чудесно», — наконец произнесла она довольно рассеянно. «Но знаете, миссис Анструтер, боюсь, я задумалась о старых временах. Я очень рада, что снова увидела именно этот уголок, прежде чем вы его изменили. У нас с Фрэнком с этим местом связана целая романтическая история». «Да». С улыбкой отозвалась миссис Анструтер. «Расскажите мне, пожалуйста, что это было». Уверена, что-то необычное и прелестное. Не то чтобы очень прелестное, но она всегда казалась мне любопытной. В детстве никто из нас ни за что не остался бы здесь в одиночку, да и сейчас, в определенном настроении, я не уверена, что мне было бы тут уютно. Это одна из тех вещей, которые трудно выразить словами, по крайней мере, мне, и которые звучат довольно глупо, если их не сформулировать как следует. Но я могу в общих чертах рассказать вам, что именно внушало нам, чуть ли не ужас перед этим местом, когда мы оставались одни. Это случилось под вечер одного очень жаркого осеннего дня. Фрэнк как-то таинственно исчез на территории усадьбы, и я искала его, чтобы позвать к чаю. Спустившись по этой тропинке, я вдруг увидела его. Он не прятался в кустами, как я ожидала, а спал на скамейке в старой беседке. Знаете, здесь в углу стояла деревянная беседка. Но у него на лице было такое ужасное выражение, что я действительно подумала, будто он заболел или даже умер. Я бросилась к нему, стала трясти и велела проснуться. И он проснулся с криком. Уверяю вас, бедный мальчик был едва ли не вне себя от испуга. Он потащил меня к дому и весь тот вечер находился в ужасном состоянии, почти не спал. Насколько я помню, кому-то даже пришлось сидеть с ним всю ночь. Очень скоро ему стало лучше, но в течение нескольких дней я никак не могла добиться от него ответа, почему он так перепугался. В конце концов выяснилось, что он действительно спал, и ему приснился очень странный, бессвязный сон. Он почти не видел того, что происходило вокруг него, но очень живо чувствовал обстановку. Сначала он понял, что стоит в большой комнате, где много людей, а напротив него находится кто-то очень могущественный. Ему задавали вопросы, которые казались ему крайне важными, и каждый раз, когда он на них отвечал, кто-то, либо человек напротив, либо кто-то другой в комнате, словно бы, как он выразился, фабриковал против него обвинения. Все голоса казались ему очень далекими, но он запомнил обрывки фраз: «Где вы были 19 октября?» «И это ваш почерк», и все в таком роде. Сейчас-то я, конечно, понимаю, что ему снился какой-то судебный процесс. Но нам никогда не позволяли читать газеты, и было странно, что 8-летний мальчик имеет такое яркое представление о том, что происходит в суде. Все это время, по его словам, он испытывал сильнейшую тревогу, угнетение и безнадежность, хотя не думаю, что он использовал тогда именно такие слова. Затем последовал промежуток времени, в течение которого, как он помнил, он был ужасно беспокоен и несчастен. А потом возникла другая картина. Он осознал, что вышел на улицу темным, промозглым утром, когда кругом лежал редкий снег. Это было на улице или, во всяком случае, среди домов, и он чувствовал, что там тоже было огромное множество людей. Его повели вверх по скрипучим деревянным ступеням, и он встал на какое-то подобие помоста, но единственное, что он действительно мог видеть, это маленький костер, горевший где-то неподалеку. Кто-то, кто держал его за руку, отпустил ее и направился к этому костру. И тут, по его словам, страх, охвативший его, стал сильнее, чем в любой другой части сна,
и если бы я его не разбудила, он и сам не знал, что бы с ним случилось. Любопытный сон для ребенка, не правда ли? Что ж, это первое воспоминание. Должно быть, позже в том же году мы с Фрэнком снова были здесь, и я сидела в беседке как раз на закате. Заметив, что солнце садится, я велела Фрэнку сбегать в дом и посмотреть, готов ли чай, пока я дочитываю главу в книге. Фрэнк отсутствовал дольше, чем я ожидала, а свет угасал так быстро, что мне приходилось наклоняться над книгой, чтобы разобрать слова. Вдруг я отчетливо ощутила, что кто-то шепчет мне прямо внутри беседки. Единственные слова, которые я смогла разобрать, или мне показалось, что смогла, были похожи на «тяни, тяни». Я толкну, а ты тяни. Я вскочила в сильном испуге. Голос, это был едва ли не шепот, звучал так хрипло и сердито, и в то же время как будто доносился издалека, точно так же, как во сне Фрэнка. Но, хотя я и была потрясена, у меня хватило смелости оглядеться и попытаться понять, откуда исходил этот звук. И, я знаю, это звучит очень глупо, но это факт, я удостоверилась, что сильнее всего он слышался, когда я прижимала ухо к старому столбу, который служил частью края скамьи. Я была так в этом уверена, что помню, как сделала на столбе несколько отметин, как можно глубже, ножницами из своей корзинки для рукоделия. Не знаю, зачем. Кстати, интересно, а не тот ли самый это столб? Ну да, вполне возможно, на нем есть какие-то отметины и царапины, но утверждать наверняка нельзя. Во всяком случае, он был точь-в-точь, как тот столб, что стоит у вас. Отец узнал, что мы оба перепугались в беседке, и однажды вечером после обеда сам спустился сюда, после чего беседку снесли в самые кратчайшие сроки. Помню, я слышала, как отец говорил об этом со стариком, который выполнял у нас разные мелкие поручения по дому, и старик сказал: «Вы за это не бойтесь, сэр, он там сидит достаточно крепко, если только кто-нибудь не возьмет, да и не выпустит его». Но когда я спросила, кто это «он», я не получила вразумительного ответа. Возможно, отец или мама рассказали бы мне об этом больше, когда я выросла, но, как вы знаете, они оба умерли, когда мы были еще совсем детьми. Должна сказать, это всегда казалось мне очень странным, и я часто расспрашивала пожилых людей в деревне, знают ли они что-нибудь необычное. Но они либо ничего не знали, либо не хотели мне говорить. Боже мой, как я, должно быть, замучила вас своими детскими воспоминаниями. Но действительно, эта беседка на какое-то время совершенно необычайным образом завладела нашими мыслями. Вы же можете себе представить, какие истории мы сами для себя выдумывали. Ну что же, дорогая миссис Анструтер, теперь мне пора вас покинуть. Надеюсь, мы встретимся в городе этой зимой, не так ли? К тому вечеру сиденья были убраны, а столб выкорчеван. Погода в конце лета, как известно, бывает обманчивой, и во время обеда пришла миссис Коллинз, чтобы попросить немного бренди. Она объяснила, что ее муж подхватил сильную простуду, и она боится, что на следующий день он не сможет сделать ничего существенного. Утренние размышления миссис Анструтер не были вполне безмятежными. Она была уверена, что ночью в заросли пробрались какие-то хулиганы. И еще одно, Джордж, как только Коллинз снова появится на ногах, ты должен велеть ему что-то сделать с совами. Я никогда не слышала ничего подобного, и я совершенно уверена, что одна из них прилетала и уселась где-то прямо под нашим окном. Если бы она влетела внутрь, я бы просто сошла с ума. Судя по голосу, это была очень крупная птица. Разве ты ее не слышал? Ну, конечно же, нет, ты крепко спал, как обычно. И все же, должна сказать, Джордж, ты не выглядишь так, будто ночной отдых пошел тебе на пользу.
Дорогая моя, мне кажется, что если бы мне пришлось пережить еще одну такую ночь, я бы просто лишился рассудка. Ты даже не представляешь, какие сны мне снились. Я не мог говорить о них, когда проснулся, и если бы эта комната не была такой яркой и солнечной, я бы не решился думать о них даже сейчас. Ну, право же, Джордж, это на тебя совсем не похоже, должна заметить. Должно быть, ты... Нет, у тебя было лишь то же самое, что и у меня вчера, если только ты не пил чай в этом скверном клубе. Ты ведь не пил его там? Нет, нет, ничего, кроме чашки чая и хлеба с маслом. Мне действительно хотелось бы понять, как мне удалось составить этот сон, ведь обычно сны складываются из множества мелких вещей, которые человек видел или о которых читал. Послушай, Мэри, это было вот как, если я не слишком утомлю тебя. Я хочу услышать, что это было, Джордж. Я скажу тебе, когда с меня будет довольно. Хорошо. Должен сказать, что в некотором смысле это не было похоже на обычные кошмары, потому что я на самом деле не видел никого, кто говорил бы со мной или касался меня. И все же я был самым ужасным образом поражен реальностью всего происходящего. Сначала я двигался в какой-то старомодной комнате с деревянными панелями на стенах. Помню, там был камин, а в нем куча сожженных бумаг, и я находился в состоянии огромной тревоги из-за чего-то. Там был кто-то еще, слуга, я полагаю, потому что помню, как сказал ему «лошадей» как можно скорее. А затем немного подождал. И тут я услышал, как несколько человек поднимаются по лестнице, и звук, похожий на звон шпор по дощатому полу. А потом дверь открылась, и случилось то, чего я так ожидал. Да, но что же это было? Понимаешь, я не могу сказать. Это был тот самый удар, который выбивает тебя из сна. Ты либо просыпаешься, либо все вокруг чернеет. Именно это со мной и произошло. Затем я оказался в большой комнате с темными стенами, кажется, тоже с панелями, как и первая, и там было много людей, а я, судя по всему, предстал перед судом, я полагаю, Джордж. Боже правый. Да, Мэри, именно так. Но неужели тебе тоже это снилось? Как это странно. Нет, мне не удалось поспать для этого достаточно долго. Продолжай, Джордж, а я расскажу тебе обо всем после. Да. Так вот, меня судили, и, без сомнения, судили за мою жизнь, судя по тому, в каком состоянии я находился. За меня некому было заступиться, а где-то там был самый страшный человек, на судейском месте, я бы так сказал, только он, казалось, нападал на меня самым несправедливым образом, извращал каждое мое слово и задавал самые отвратительные вопросы. О чем именно? Ну, о датах, когда я находился в определенных местах, о письмах, которые я якобы написал, и о том, почему я уничтожил некоторые бумаги. И я помню, как он смеялся над моими ответами, и этот смех меня совершенно подавлял. Звучит, может быть, и не так страшно, но уверяю тебя, Мэри, в тот момент это было по-настоящему ужасающе. Я абсолютно уверен, что такой человек когда-то существовал, и он, должно быть, был самым жутким негодяем. То, что он говорил. Спасибо, у меня нет никакого желания это выслушивать. Я и сама могу отправиться на поле для гольфа в любой день. Чем же все это закончилось? Против меня он об этом позаботился. Мне бы очень хотелось, Мэри, передать тебе то ощущение напряжения, которое последовало за этим и, казалось, длилось днями, ожидание, и временами написание бумаг, которые, как я знал, имели для меня огромное значение, и ожидание ответов, которых все не было.
А после этого я вышел. Ах! Почему ты так говорила? Ты знаешь, что именно я увидел? Это был темный, холодный день, на улицах лежал снег, а где-то рядом с тобой горел костер? Клянусь Георгием, именно так все и было. Тебе снился тот же самый кошмар? Серьезно, нет? Ну и ну, это самая странная вещь на свете. Да, я ничуть не сомневаюсь, что это была казнь за государственную измену. Помню, меня положили на солому и везли, ужасно тряся по дороге, а потом пришлось подниматься по ступеням, и кто-то держал меня за руку. И я помню, как увидел кусок лестницы и услышал гул огромной толпы. Кажется, сейчас я бы не вынес, если бы мне пришлось оказаться в толпе людей и слушать шум их голосов. Впрочем, к счастью, до самого главного дела не дошло. Сон прошел, отозвавшись каким-то грохотом внутри моей головы. Но, Мэри, я знаю, о чем ты собираешься спросить. Полагаю, это пример своего рода чтения мыслей. Вчера заходила мисс Уилкинс и рассказала мне о сон, который ее брат видел в детстве, когда они жили здесь. И что-то, без сомнения, заставило меня вспомнить об этом, когда я бодрствовала прошлой ночью, слушая этих ужасных сов и тех мужчин, что разговаривали и смеялись в кустарнике. Кстати, я бы хотела, чтобы ты посмотрел, не нанесли ли они какого-нибудь ущерба, и поговорил об этом с полицией. И вот, я полагаю, из моего мозга это, должно быть, перешло в твой, пока ты спал. Любопытно, спору нет, и мне жаль, что из-за этого у тебя была такая плохая ночь. Тебе лучше провести сегодня как можно больше времени на свежем воздухе. А, сейчас все уже в порядке. Пожалуй, я схожу в сторожку и посмотрю, не удастся ли мне сыграть с кем-нибудь из них партию. А ты? У меня предостаточно дел на это утро. А после обеда, если мне никто не помешает, я займусь своим рисунком. Конечно, мне очень хочется увидеть его законченным. Никаких повреждений в кустарнике обнаружить не удалось. Мистер Анструтер со слабым интересом осмотрел место будущего розового сада, где все еще лежал выкорчеванный столб, а яма, в которой он находился, оставалась незасыпанной. Коллинз, как выяснилось при расспросах, чувствовал себя лучше, но был совершенно не в состоянии выйти на работу. Через свою жену он передал надежду, что не сделал ничего плохого, убрав эти вещи. Миссис Коллинз добавила, что в Вестфилде полно болтливых людей, и старики среди них – самые худшие. Они, мол, мнят о себе невесть, что только потому, что прожили в этом приходе дольше остальных. Но о том, что именно они наговорили, удалось узнать лишь то, что это совершенно расстроило Коллинза и было сущей чепухой. Подкрепившись обедом и коротким сном, миссис Анструтер уютно устроилась на своем складном стуле на тропинке, ведущей через кустарник к боковой калитке церковного двора. Деревья и здания были ее излюбленными объектами для рисования, и здесь у нее были отличные виды для того и другого. Она усердно работала, и рисунок становился уже по-настоящему приятным для глаза зрелищем, когда лесистые холмы на западе скрыли солнце. Она бы продолжала трудиться и дальше, но свет менялся слишком быстро, и стало очевидно, что последние штрихи придется наносить уже завтра. Она поднялась и повернулась к дому, на какое-то время задержавшись, чтобы полюбоваться прозрачным зеленым небом на западе. Затем она пошла дальше между темными самшитовыми кустами. В том месте, где тропинка уже почти выходила на лужайку, она снова остановилась, всматриваясь в тихий вечерний пейзаж, и мысленно отметила, что та башня на линии горизонта, должно быть, принадлежит одной из церквей в Рутинге. Вдруг какая-то птица, возможно, это была птица, зашуршала в самшитовом кусте слева от нее.
Она повернулась и вздрогнула, увидев то, что поначалу приняла за маску для 5 ноября, высовывающуюся из-за ветвей. Она вгляделась пристальнее. Это была не маска. Это было лицо, крупное, гладкое и розовое. Она помнит мельчайшие капли пота, выступавшие у него на лбу. Она помнит, что челюсти были чисто выбриты, а глаза закрыты. Она также помнит, и с такой точностью, которая делает эту мысль невыносимой для нее, что рот был приоткрыт, и из-под верхней губы виднелся один единственный зуб. Пока она смотрела, лицо отпрянуло назад, в темноту куста. Она успела добежать до спасительного дома и захлопнуть дверь прежде, чем лишилась чувств.